Друзья, всем привет! Привет! С вами Стас и Лёша. Сегодня мы начинаем на нашем канале новый летсплей, в котором планируем пройти игру Sims 4 по порядку, начиная с самого первого игрового набора и заканчивая последним дополнением. Мы хотим подробнее ознакомиться со всеми функциями и возможностями игры, а также ее дополнениями, игровыми наборами, каталогами и всесторонне развить персонажа. Поэтому это будет не просто летсплей, а проект, состоящий из множества челленджей. И наш персонаж в порядке выхода всех дополнений будет получать новые задания и узнавать для себя что-то интересное, использовать новые возможности, введенные в игру с тем или иным дополнением. И периодически мы будем прибегать к рандому, чтобы сделать жизнь нашего персонажа максимально интересной. Мы планируем сделать упор на геймплее, без акцента на катсценах, чтобы видео на канале выходили регулярнее. Но это не означает, что новый проект будет менее динамичным, чем остальные наши челленджи. А также не значит и то, что мы берем паузу в других проектах. Они будут выходить по плану, как и раньше. Нашу героиню зовут Бетти Багглс. По характеру она важная, поскольку решилась на такую безрассудную авантюру. Пройти Sims 4, освоить все существующие навыки и профессии. Также она дружелюбная, так как в странствиях ей часто предстоит встречать множество новых людей. А еще Бетти немного чудаковатая, потому что нормальному человеку такая безумная идея вряд ли пришла бы в голову. Поселить Бетти Багглс мы решили в Ньюкресте. Это один из базовых городков игры наряду с Виллоу Крик и Оазис Спрингс, где у Бетти живут родители. Мы обставили город общественными участками, чтобы у Бетти была возможность куда-то сходить, отдохнуть, весело провести время или заняться чем-нибудь интересным и даже полезным. Здесь есть парк аттракционов, центр творчества, где можно развить свои творческие навыки, космический музей, коллективное пространство, прачечная и много-много чего еще. Жить Бетти Багглс будет в съемном жилье. Ей часто придется переезжать, поскольку по мере выхода дополнений в игру добавлялись новые города, и для полного погружения в эти дополнения лучше всего жить, конечно, в соответствующем городе. Поэтому лучший вариант для Бетти на данном этапе – арендовать жилье. И несмотря на то, что мы планируем проходить игру по порядку, мы все равно периодически будем пользоваться некоторыми возможностями, которые предоставляет игра, тем более многие функции так органично вписаны в геймплей, что игнорировать их просто не получится. Вот и сейчас мы пользуемся одной из них и арендуем съемное жилье, а это стало возможно лишь с дополнением, которое называется «в аренду». Но уже в дальнейшем, когда Бетти доберется и до этого этапа, она окунется в дополнение глубже и, возможно, сама станет владелицей какого-нибудь съемного жилища. Ну что ж, Бетти Багглс только-только переехала в свой новый дом. И мы предлагаем вам посмотреть ее историю, познакомиться с ней поближе и узнать, что же все-таки сподвигло Бетти пуститься во все тяжкие. Меня зовут Бетти Багглс. Я всегда была впечатлительной, сколько себя помню. И старалась находить новые впечатления повсюду. Ведь мир так обширен и так многогранен, а впечатляло меня совершенно все. От создания поделок собственными руками до приключенческих киноисторий об отважных моряках и мечтающих о суше русалках. От катания на роликах и изучения всех существующих в мире растений до опытов на алхимическом столе. Да, я мечтала разбираться во всех мыслимых и немыслимых областях, которые меня впечатляли. А знаете почему? Мои родители переехали из Ирландии в Оазис Спрингс. Мама была космонавтом. Она часто летала в космос и видела вблизи звезды, которые с Земли кажутся такими далекими и недоступными. Едва я родилась, мама рассказывала мне о просторах Вселенной, о других планетах и жизни за пределами планеты, на которой мы обитаем. А папа был ученым, и его невероятное количество книг, как художественных, так и развивающих различные навыки, кружило голову. Поэтому мамины истории о космосе частенько перемежались с папиными рассказами о механике или биологии, или способностях, которыми может овладеть человек, если будет усердно стараться. Стоит ли мне после этого удивляться, что с самого детства во мне укоренилась идея изучить все мыслимые и немыслимые навыки? Пока другие дети, возвращаясь со школы, мчались на детскую площадку, я зарывалась в книги и воображала себя героем приключенческих историй. А потом я проводила алхимические опыты и строила башни из деревянных палочек. Повзрослев, я прониклась творениями великих художников и начала рисовать. Затем выстрогала из дерева свою первую скульптуру.
И тогда я поняла, что лишь путешествуя, я смогу получить как можно больше впечатлений, освоить разные навыки и испытать себя в различных областях. Поэтому я попрощалась с родителями и отправилась на поиски себя. Я арендовала домик в городе под названием Ньюкрест. Домик небольшой, но тут есть все, что мне нужно, чтобы начать свое путешествие по возможностям нашего мира. Дорогая Бетти, мы с папой надеемся, что ты хорошо устроилась и не жалеешь о переезде. Мы уверены, впереди тебя ждет множество открытий и интересных приключений. Твоя бабушка Хельга, как ты помнишь, уехала в Гранит-Фоллс. Эти красивые леса и каменистые утесы напоминали ей об Ирландии, поэтому она обосновалась в самой глубокой части леса, где занималась собирательством и создавала лечебные снадобья. Может, и тебе, дорогая Бетти, стоит начать свой путь с Гранит-Фоллс, пройти по стопам бабушки Хельги, на которую ты так похожа. Но решать, конечно же, тебе. Целуем тебя крепко, твои мама и папа. Постскриптум. Не забывай писать домой. И вот так я поняла, что сперва мне просто необходимо посетить Гранит-Фоллс, где когда-то давным-давно жила моя бабушка Хельга. Родители неспроста упомянули в своем письме Гранит-Фоллс и бабушку Хельгу. Самым первым нововведением в игре Sims 4 стал игровой набор в поход, с которым у персонажей появилась возможность отправиться в отпуск в чудесный лесной городок под названием Гранит-Фоллс. Поэтому прохождение Sims 4 мы начинаем с этого игрового набора. Бабушка Хельга говорила Бетти, что редкие диковинные травы – это не просто растения, а ценные дары. Надо с умом пользоваться тем, что предлагает нам природа. Бетти в скором времени предстоит заняться траволечением и не только. Итак, сейчас мы расскажем о заданиях, которые нужно будет выполнить Бетти во время прохождения игрового набора в поход. Во-первых, ей необходимо посетить все локации Гранит-Фоллс. Отыскать убежище отшельника и подружиться с ним. Пригласить отшельника в гости на пару дней. Устроить вечеринку-пикник с жареными сосисками. Выполнить жизненную цель «Любитель свежего воздуха». Развить навык траволечения и получить достижение закон природы, достигнув 10 уровня в навыке. Создать и испытать на себе все доступные снадобья, а всего их 13 штук. Собрать коллекцию насекомых этого набора, всего 21 вид. Высадить дома сад растений, собранных в Гранит-Фоллс, а всего их 10. Выработать образ жизни на свежем воздухе. И, наконец, приобрести в магазине наград черту характера «Жаворонок». Да, заданий предостаточно. И вот так с первого дня для Бетти Багглс начинается самый настоящий челлендж. А чтобы было интереснее, мы обставили Гранит-Фоллс различными любопытными общественными участками. Скоро мы их вам все покажем. По правилам челленджа, каждый из этих участков ей нужно будет посетить и исследовать. Также, чтобы было вдвойне интереснее, мы добавили в Гранит-Фоллс небольшой квест. Но скоро вы все увидите сами. Как мы сказали в самом начале, Бетти только-только переехала в свой новый дом. Точнее, это не ее дом, он арендованный, она арендует этот дом. Но поскольку она его арендует, это вполне себе ее дом, и она может им пользоваться. И, собственно говоря, вот он. Да, она может здесь размещать всякие предметы, в том числе коллекционные, которые она найдет по ходу прохождения игры. А еще может здесь есть и спать. Собственно говоря, что еще нужно для такой молодой и любознательной девушки? А в Ньюкресте сейчас идет дождь. Но давайте сперва посмотрим на домик Бетти, в котором она будет какое-то время все равно находиться. Здесь дом, в принципе, небольшой. По соседству здесь живет какая-то семья рядом с ней. Да, как-то у них минималистично. Нет, это просто мы не видим. Они тоже арендуют этот дом. Вот такой вот райончик, где живет у нас Бетти Багглс. Здесь одинаковые домики стоят, все заселены семьями. Здесь... Маленькие человейники. Посмотрите, как окна в упор друг к другу. Можно буквально подглядывать за соседями. Ну, или смотреть в стены. Да, наверное, все-таки это несколько нефункционально, да, вот именно
такое расположение домов. Вот здесь Но вот уже... есть и такой дом поинтересней. Здесь отдельно стоящие дома. В этом доме живет владелица съемного жилья, которая арендует Бетти Багглс. Зовут ее Фэй Роше. Фэй Роше. Как мы писали в своем телеграм-канале, мало кто знает, что раньше у Фэй была фамилия Диор. А ее младшая сестра какое-то время назад переехала в Виллоу Крик, где обосновалась. Да, и там живет, поживает, до добра наживает. Собственно говоря, кто понял, тот понял. А живет здесь Фэй со своими двумя ротвейлерами. Алехандро и Стефан. Так, также в доме у Бетти есть подвал. Сделали его специально, чтобы Бетти здесь могла разместить свою коллекцию насекомых, которых ей необходимо собрать в Гранит Фоллс. А их ей надо собрать 20, по-моему, насекомых. 21 вид. 21 да. вид. Здесь небольшая комната, ванная, и есть одна пустая комната, но мы пока ее тоже не обставляли. По ходу жизни Бетти найдет применение для этой комнаты. В конце концов, может быть, она остепенится и захочет детскую. И такая скажет, да ну, эти путешествия. Но рано или поздно ей предстоит это сделать, если мы хотим проходить Sims 4. В принципе, это одна из возможностей и функций игры. Ну да. Ну что, Бетти, в принципе, в нормальном Посмотри, ей уже не терпится отправиться в какое-нибудь путешествие, да. Ну, я думаю, пора ей отправляться. Но давай перед этим купим все-таки книгу траволечения, поскольку ей нужно развивать этот навык. И хотя бы первый том мы для нее приобретем сейчас в магазине. Да, я думаю, что игру надо проходить в таком бодром темпе, чтобы был ритм неплохой, потому что у нас цели амбициозные, точнее, у Бетти Багглс. Следовательно, надо их вовсю воплощать. Второй том траволечения стоит 150 симиллионов. Возьмем, может быть, тоже? Берем. Давай возьмем. Кстати, мы забыли сказать. Бетти в своем арсенале, в своем бюджете, перед тем, как заселиться в дом, имела 20 тысяч симиллионов. То есть это те деньги, которые предоставляет базовая игра при заселении персонажа в дом. Часть денег Бетти, конечно, потратила на аренду этого дома. Его арендовала сразу с мебелью. У нее сейчас осталось 8 тысяч симиллионов в бюджете. И я предлагаю купить ей еще простенький, конечно, но тем не менее фотоаппарат, чтобы Бетти могла еще фотографировать все эти красоты Гранит Фоллс, пока она будет путешествовать. Правильно. Фотоохота – дело хорошее. Кстати, ребята, как вам история жизни Бетти? Хотим поблагодарить. Да, мы хотим поблагодарить другие каналы, которые тоже участвовали у нас в этой кат-сценке, помогли нам ее сделать. Это Ольга Впечатлительная, она как раз озвучила впечатлительную Бетти. Ну да. Бетти все так много впечатляет, кто, как не Оля, могла по-настоящему озвучить и передать всю эту палитру эмоций, которую испытывает Бетти. А еще хотим поблагодарить Юлю Симулю. Юля Симуля озвучила письмо, которое Бетти читала. Да, и мне кажется, получилось очень атмосферно и так точно, что вот прям это задает вот тот самый нужный настрой. Так что спасибо вам большое, очень приятно. И мне нравится такое межведомственное, межютубное взаимодействие. Да, это очень прикольно. Оля, Юля, спасибо вам огромное. Ну а сейчас мы с Бетти Багглс отправляемся в леса Гранит Фоллс. После долгой-долгой дороги Бетти наконец-то приезжает в Гранит Фоллс. Недолго она сидела дома, и понимаю, смотрите, какие красивые лесные просторы, так и хочется мне отправиться вместе с Бетти сюда. По правилам нашего челленджа Бетти должна будет посетить все локации Гранит Фоллс, ну и мы специально обставили их общественными участками, чтобы было интереснее. Здесь есть бар, здесь есть центр творчества, есть музей, есть даже баня, настоящая баня в лесу. Бетти надо будет туда сходить, попариться, искупаться после этого. Да это просто супер. Ну и, соответственно, конечно, здесь есть большой-большой лес. Бетти тоже нужно будет туда съездить, пособирать травы. И мы оставили один дом для отпуска. Правда, стоит он, конечно, дорого. 371 симиллион в день. Бетти нужно будет еще каким-то образом зарабатывать. Ну ты посмотри вокруг, какая красота. И сколько вокруг досуговых всяких локаций. Деньги оправданные. Но большие. Ну что, на сколько мы поедем? На 3 дня сперва? Ну давай на 3. Давай на 3, если что, отпуск можно будет уже 1113 миллионов. Много. Поехали. Ну, да, давай.
Бетти уехала из дождливого Ньюкреста и приехала тоже в дожди, в дождливый Гранит Фоллс. Ну а что хочется сказать? Все как в реальной жизни. Ведь когда мы планируем отпуск, никогда нет гарантии точной, что мы не попадем в какие-нибудь такие вот нестандартные погодные условия. Но посмотри, она идет достаточно уверенной походкой, и, кажется, ее совсем не смущает такой проливной дождь. Да Бетти, в принципе, вообще не унывает. И с другой стороны, здесь так много всяких развлекалочек, что есть куда податься. Да, также мы хотели сказать, что мы сделали для Бетти здесь небольшой такой квестик, связанный с ее бабушкой Хельгой. И сейчас как раз... Он нас ждет, прям он нас вот ожидает. Надо его распаковать как можно скорее. Поэтому в буквальном смысле слова. Дождь для Бетти не должен быть помехой. Итак, Бетти встречает... загадочную коробку. Что же это за коробка? И написано даже для Бетти Багглз. Ну надо же, что же это такое? Какая-то мистика. Давай посмотрим, что же там внутри. Внутри Бетти ожидает записка. А записка это от бабушки. Давай прочитаем эту записку. Давай. Я знала, что ты пойдешь по моим стопам и захочешь уединиться в чудесном месте под названием Гранит Фоллс. Осваивайся, распаковывай вещи и не беспокойся о времени. Дикая природа его словно замедляет. В спальне ты найдешь коробку со всем необходимым для путешествия. Кажется, где-то в доме я забыла свой личный дневник. Не могла бы ты его отыскать? Боюсь, как бы тайны на его страницах не узнал кто-то еще. Твоя бабушка Хельга. И вот так для Бетти наступает новая глава в ее жизни. Что же подготовила для нее бабушка? Что там за тайны на этих страницах, за которые она боится, чтобы кто-то их узнал? Дом, в котором будет жить Бетти Багглз на время отпуска, в принципе, тоже небольшой. Но здесь так же, как и в ее домике, есть все необходимое. Здесь она сможет спать и есть. Спать и есть. И смотри, ее сразу встречают. Привет, друзья, меня зовут... Милане, и я ваш дружелюбный лесничий. Я много знаю про походы, если у вас есть вопросы, не стесняйтесь, подходите. Супер, спасибо. Конечно, Милане, мы еще обязательно у тебя кое-что спросим, но пока бабушка направила Бетти в спальню, чтобы Бетти отыскала там все необходимое для похода. Ну, конечно, Бетти с собой вообще ничего не взяла. Какая бабушка молодец, предусмотрительно. В поход! Здесь ты посмотри. Бетти ожидает коробка в поход. Интересно, что же там? Давай быстрее посмотрим. Давай, открываем. Ну, конечно, здесь вещи для похода. Палатка, фонарь и холодильник. И письмо Растяпе Бетти. Что там написано? Так я и думала, что ты не позаботилась о вещах для похода. Вот Эх, ты какая Растяпа. Растяпа. В коробке тебя ждут палатка, фонарь и переносной холодильник. Бетти, это же очевидные вещи, которые нужно было взять в первую очередь. Надеюсь, ты додумалась захватить с собой крем от комаров? Нет? Знай, комары тут злющие. Прежде чем ты перевернешь весь дом кверху дном в поисках моего драгоценного дневника, сделай средства от насекомых. Да побольше. Для создания одного снадобья тебе понадобится 2 горсти бузины и 1 светлячок. И бузину и светлячков ты найдешь где-то в лесу. Твоя бабушка Хельга. Посмотри, какой дождь за окном. Сейчас он закончится, если... Сколько будет комаров? Это же просто сумасшествие будет. Вот бабушка Хельга дала Бетти первое задание. Ей необходимо сделать для себя средства от насекомых. Мне кажется, надо поторопиться с этим. Ну, мы тут на 3 дня. Следует озаботиться этим. Будем надеяться, что дождь с грозой закончится, может быть, хотя бы к вечеру, но хотя бы через какое-то время. А для того, чтобы приготовить первое снадобье, средства от комаров, ей все-таки необходим тоже навык траволечения. Поэтому давай посадим Бетти пока возле камина, почитать книгу, изучить этот навык. А что, прекрасное времяпрепровождение. Усесться за камином, за книгой, в такой проливной дождь. Можно даже зажечь камин. Хотя, в принципе, тепло на улице, потому что лето. Давай поддадим жару. Да, чтобы Бетти было максимально Надеюсь, она не комфортно загорится сейчас. и уютно. Все хорошо, все благополучно. Слушай, а Бетти-то у нас книги-то с собой не взяла. Это очень хорошо, что она уселась у камина-то почитать. Вот растяпа. Ну, прям самая настоящая растяпа, как бабушка и сказала. Почему бабушка не оставила эти книги в каком-нибудь еще одном ящике, в коробке, в сундуке? Ну, неужели бабушка и это не предвидела? Вот действительно, для Бетти начался самый настоящий квест. Теперь нужно каким-то образом еще и книги ей сперва разыскать. И не только Бетти растяпа, и мы еще растяпы. Просто купили книги, потратили деньги и оставили их дома. Вот как это так? Ну, с кем поведешься, от того и наберешься. Бетти, Поэтому...
Извини, конечно, на улице сильнейший проливной дождь, гроза, очень страшно. Хотела ты у камина посидеть? Нет, нет. Что поделать, пойдем посмотрим. Там должен быть какой-то ларек, где можно купить принадлежности. Вот, да? Исследовать лес, купить принадлежности. Надеюсь, там будут книги. Будем надеяться, что книги там будут. Ну, хотя бы посмотрим, что там есть. Ну, посмотри, она все равно не опечалена и идет достаточно уверенно. А, нет, она уже так побежала. Бодренько побежала. Главное, чтобы ее молния сейчас еще не ударила здесь. Да. Не хватало только этого. Что-то как-то немноголюдно тут. Ну, слушай, все-таки Бетти хотела быть самостоятельной и жить самостоятельной жизнью, поэтому она уехала от родителей. Но вот первые дни самостоятельной жизни складываются именно так. Она забывает просто про все. Ну, а как оно еще бывает? Так оно и бывает. Книги какие-то здесь есть. Но давай посмотрим, есть ли здесь именно траволечение. Искусственный водопад. Боюсь, что нет. К сожалению, книг по траволечению здесь... Смотри-ка, первый том траволечения, отлично. Все, это то, что надо. Ну ладно, потратим еще 75 миллионов. Хотя Бетти надо еще придумать, как зарабатывать себе деньги. Ну, что-нибудь уж сообразит. Давай купим один шалфей. Давай. Не знаю для чего, но просто... Ну, все пригодится в хозяйстве. Так, прочитать информацию о лагере. Благодарим за заказ. Предметы, которые купила Бетти, находятся в ее багаже. Давай посмотрим, что здесь за информация о лагере. Песня у костра — давно сложившаяся традиция среди туристов. Жаль только, что качество исполнения оставляет желать лучшего. Не сдавайтесь, и когда-нибудь сможете вполне прилично выступить. А исследовать лес, если нажать, это здесь что будет? Это отправиться на какой-нибудь другой общественный участок, но мы пока никуда не собираемся. Ну, рано или поздно соберемся, но не сейчас. Смотри, кстати, сегодня день шалостей. Что ж, мне кажется, промокнуть под дождем — прекрасная шалость для первого дня самостоятельной жизни. Стоп, Бетти, пока ты далеко не убежала, посмотри-ка, здесь есть какое-то дикое растение. Надо его собрать урожай, исследовать, опознать, забрать себе, рассунуть по карманам. Да, надо посмотреть, потому что по квесту, по нашему, Бетти также необходимо собирать всякие травы. Может, пора уже признаться, что ей не нравится садоводство? Нет, Бетти, ты что, тебе очень всё нравится. Как не стыдно заявлять о таких вообще нравится, не нравится. Тебе все нравится. Садоводство любишь. Это неопознанный фрукт. А, подожди-ка, не есть неопознанный Не ешь это, Бетти. фрукт. Попытаться определить. Но она все равно его съест. Ей сейчас плохо не станет. Бетти получает навык траволечения. Понятия не имеет, что это за растение. Повышая уровень навыка траволечения, персонаж научится определять различные растения. А вот и Том нам не надо было по траволечению покупать. Она бы просто ела все, что найдет в лесу. И рано или поздно бы обучилась ему, чему нужно. Но тем не менее, для Бетти пока это остается неопознанным фруктом, неопознанным каким-то предметом. О, Бетти, стой. Посмотри-ка, здесь тебе еще что-то... Бабушка что-то оставила. Присвоить. Это можно будет продать. Поздравляем вас с началом коллекции элементов. Ну, пока у нас таких заданий коллекционировать элементы нет, в принципе. Ну, присвоили зато. Мне нравится это слово. Просто она присвоила эту коробочку себе. Ну что, а теперь можно погреться у камина. И почитать книгу. В принципе, можно поздравить Бетти с первой добычей. Она Бетти, решила может быть, здесь. Может, не надо на улице-то все-таки сидеть? Она не ищет легких путей. Ну, пока Бетти будет читать книгу, в принципе, мы можем заняться поисками дневника. Но поскольку мы вместе создавали этот квест, а некоторые предметы мы интегрировали сюда по отдельности, вот, например, Лёша не знает, где в доме находится дневник бабушки. Может быть, он попытается сейчас его где-то найти. Если мы на него наткнемся, мы его тогда сразу прочитаем. Я вот должен... что ты задумался. Я знаю, где дневник лежит. Я в шоке, а не задумался. Что значит, где он? Он лежит на поверхности. Так, на какой? Может быть, здесь? Нет, он лежит вот где вот лежат обычно дневники. Давай посмотрим. Нет, не здесь.
Да надо в спальне посмотреть. Пойдем посмотрим в спальне. Вот он в чемодане вот здесь. В чемодане. Открыть чемодан. Ты не даешь Бетти почитать. Ну, тут надо дневник искать. Все, Бетти открыла чемодан. Дневника не обнаружено. Вот в том чемодане, я же тебе сказал изначально в этом. Пусто. Да вот в шкафу я тебе говорю, а не в чемодане. Вот в этом? Да. Так, освежиться, учиться входить в роль, дискутировать, сменить одежду, выбрать наряд. Нету. Ну, там просто должен был быть дневник вроде, да. А он в ванне просто, в ящичке вот там, вот где зеркальце. Вот здесь? Да. Но, к сожалению, этот ящик не открывается. А он... Вон он. Где? Да вот же. Да где же? Да вон, под тумбочкой спрятан у телевизора. Под тумбочкой? Да. Ну, как я изначально и говорил. Ну надо же. Дневник нашелся. Слушайте, Давай... ну вот вы все слышали прекрасно, что я сразу сказал, что он там. А Стас меня начал вводить в заблуждение. Давай в чемодане посмотрим, давай в другом чемодане. Да нет, он в шкафу. Я сразу говорил, вот здесь. Ну что ж, давайте тогда прочитаем дневник бабушки, что она здесь написала. Дневник Хельги Багглс, часть 1. Существует старая кельтская легенда о человеке по имени Финн, который мечтал поймать лосося мудрости и стать самым талантливым ирландским поэтом. Однажды он выловил лосося и насадил его на вертел. Переворачивать лосося следовало очень осторожно, чтобы тот не подгорел. В это время к Финну пришел его юный ученик, а он сам отправился за дровами, чтобы пламя не слабело. Но наказал ученику быть бдительным. Ученик замечтался, и тогда бок рыбы запузырился. Нажав на пузырь, тот обжег палец, а когда сунул его в рот, то получил мудрость и дар поэта. А Финн пришел в отчаяние. Дар, которого он так долго добивался, уплыл у него из-под носа. У каждого из нас свой лосось мудрости, и все мы гонимся за ним. Но проведя какое-то время в Гранит Фоллс, я поняла, что стоит лишь остановиться, прислушаться к природе, и она сама откроет вековые тайны. Как же я была беспечна, прямо-таки как моя внучка Бетти. Однако никто не знает, в какую авантюру я пустилась, чтобы она появилась на свет. Моя дочь Бренда была космонавтом и часто покидала Землю, отправляясь в неизведанные космические дали. Однажды они с мужем решили вести тихую, размеренную жизнь, но стать родителями никак не могли. Тогда я узнала, что где-то в лесах Гранит Фоллс живет отшельник, который обладает знаниями древних ирландских друидов и может приготовить эликсир плодородия, способствующий зарождению новой жизни. И вот так я покинула Ирландию и отправилась в далекие леса на поиски убежища друида. Я остановилась в деревянной хижине под кроной огромного дуба, а поиски друида начала с паба «Медвежий угол». Кто, как не местные за кружечкой Эля, могли поделиться историями и легендами Гранит Фоллс. Ага, ну значит нам надо идти по следам бабушки, чтобы раскрыть эту тайну, всякую всячину, которую переживала в свои годы бабушка Хельга. А посему предлагаю, чтобы в списке одним из первых был паб «Медвежий угол». Да, Бетти нужно съездить в бар «Медвежий угол», где ее ждет продолжение этой истории, но сейчас ехать уже как-то поздновато, как ты думаешь? Нет, ни в коем случае. Наоборот, сейчас самое время, чтобы отправиться в бар. Но это мы тогда давай сделаем уже в следующей серии прохождения и узнаем, что же Бетти ожидает в баре, какую историю бабушка Хельга расскажет через свои дневники. Ну хорошо, давай в следующей серии. Спасибо, друзья, что были с нами. Оставайтесь также на канале «Не без разницы». И подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить анонсы следующих видео. Ссылка на телеграм-канал находится на экране, в описании к этому видео и в комментариях. Ну и на этом мы заканчиваем. И не забудьте поддержать нас лайком и комментарием, если вам понравилось это видео. Нам будет приятно. До скорых видео. Всем пока.